Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой браслет. Вот так браслет смотрится с лицевой стороны и вот так с изнаночной. Сама часть фриволите выполняется очень легко, здесь нету никаких сложных элементов, но потребуется много терпения, чтобы потом сшить все эти кольца и дуги вместе, чтобы браслет держал свою форму. Если вы готовы, то давайте приступать к работе. В этой работе я использовала нитки Ariana Vega, толщина 20, фурнитура, замочек, цепочка-удлинитель, соединительные колечки. Также мне понадобилась прозрачная вот такая нить, чтобы сшивать работу. Игла номер 7, тонкая игла для сшивания элементов вместе, ножнички, плоскогубцы, нитевдеватель, и я использовала зажигалку, так как эта нить хорошо плавится. Оставляем длинный хвостик и выполняем первое кольцо. Если вы только начинаете работать в технике фриволите иглой и мои движения вам кажутся быстрыми и непонятными, то я советую сначала вам посмотреть мои уроки по основам этой техники, а затем уже приступать к выполнению этого мастер-класса. Закрываем кольцо, переворачивая работу. При закрытии кольца я намотала нить на мизинец. Мне так удобнее фиксировать ее, потому что эта нить достаточно скользкая. А таким образом я как бы контролирую натяжение, и мое кольцо не распускается. Также я сегодня себе буду иногда помогать плоскогубцами, чтобы протянуть иглу через узелки. Теперь выполняем дугу. Закрываем дугу, переворачивая работу. Далее мы повторяем первое кольцо. В этот раз кольцо закрываем, не переворачивая работу. Выполняем еще одно кольцо из такого же количества узелков.
Закрываем кольцо и в этот раз работу переворачиваем. Далее выполняем дугу. И в принципе это и есть наш мотив. Мы выполняем дугу, 2 кольца, дугу, 2 кольца. Закрываем дугу, переворачивая работу. Выполняем кольцо, затем работу не переворачиваем и выполняем еще одно кольцо. После второго кольца работу переворачиваем. Теперь выполняем дугу. После дуги работу переворачиваем. Мотив уже, я думаю, понятен. Сейчас пойдет 2 кольца, дуга, 2 кольца, дуга. Вы можете выполнить такую цепочку, а потом ее сложить, а можете складывать сразу ее параллельно. То есть выполнили немножко, сложили, посмотрели, какой длины получился браслет. Выполнили еще несколько мотивчиков, опять сложили. Итак, вот у нас первое кольцо, а затем 2 кольца после дуги. Берем кольцо, которое у нас первое в двойке, и проходим им снизу вверх через самое первое кольцо.
Далее первое кольцо в следующей двойке, и им проходим через второе кольцо с предыдущей двойки. Теперь мы выполним еще 2 кольца, и первое кольцо из этой двойки пойдет через вот это кольцо. И таким образом идем до нужной длины браслета. Сейчас я выполню еще несколько мотивчиков и покажу вам, как я их буду складывать. Я выполнила еще 3 двойки. И сейчас буду их складывать. Первое кольцо из двойки снизу вверх через кольцо предыдущей двойки. Дальше снова первое кольцо снизу вверх. Вот такая у нас получается цепочка. Я выполню нужное количество колец и дуг, чтобы браслет был мне как раз. И покажу вам, как мы будем завершать этот мотив. Я уже выполнила нужное количество колец и дуг для моего браслета. Также, как вы можете видеть, я сделала себе маникюр. И какие-то части видео я снимала до этого, какие-то после. Поэтому не удивляйтесь, что у меня то появляется розовый цвет на ногтях, то пропадает. Итак, у меня получилось примерно 14, наверное, 14,5 сантиметров. Да, 14,5 сантиметров в длину. У меня осталось совсем немного длины хвостика. Поэтому смотрите, если вам нужен браслет длиннее, оставляйте хвостик длиннее, чем у меня. Чтобы завершить этот ряд, я буду выполнять одно кольцо. То есть мы обычно с вами выполняли 2 кольца, одно из которых потом продевали в предыдущее кольцо, а второе становилось вот этим кольцом. Здесь же мотив завершается. Соответственно, надо выполнить одно колечко, которое будет сюда продеваться, и на этом все. Ниточки можно отрезать. И перед тем, как заправить это колечко вот сюда, я спрячу ниточки в рядом расположенные узелки. Эту нитку можно опалить, поэтому я сначала пройду через буквально несколько узелков и ее опалю. Вот такая цепочка из колец и дуг получилась. И сейчас я предлагаю сделать симметричную ей цепочку. Я, конечно же, ее уже сделала. Вот так она будет выглядеть. И сейчас я покажу вам, чем она будет отличаться от того, что мы только что сделали.
Для второй стороны браслета выполняем точно такую же цепочку из колец и дуг. Начинаем с одного кольца, затем дуга, 2 кольца и продолжаем чередование. Дуга, 2 кольца, дуга, 2 кольца. Отличаться вторая сторона будет только тем, как мы складываем эти кольца и дуги. Если в первой стороне второе кольцо мы продевали через первое снизу вверх, вот так, то в этот раз мы второе кольцо продеваем сверху вниз. Следующее. Первое кольцо из двойки продеваем сверху вниз через предыдущее кольцо. И так идем до конца. Итак, я уже выполнила 2 такие цепочки из колец и дуг. И следующим этапом я хочу зафиксировать кольца вот в таком положении. Для этого я буду использовать бесцветную нить и буду просто идти прошивать этой ниткой, сшивать, вернее, узелки между собой. Вот это кольцо буду пришивать к кольцу, через которое оно проходит. Какого-то правила, что я буду пришивать, например, 3-й узелок верхнего кольца к 5-му узелку нижнего кольца, его нету. Просто располагаем кольца так, как нам нравится, и сшиваем их вместе. Вот я сшила 2 кольца. Сейчас пойду через узелки верхнего кольца, чтобы прийти вот к этой точке и продолжить дальше сшивать. Я решила не идти сквозь кольца. Я прохожу вот по вот этой верхушке наших узелков. Нить прозрачная, поэтому в глаза вроде бы это не бросается. Пришиваю кольцо к следующему внутреннему кольцу.
Теперь перехожу к следующему кольцу, которое проходит через нижнее, и сшиваю его с нижним. Теперь снова иду по верхнему краю, чтобы прийти вот к этой точке. Вот я уже прошила часть. Видите, вот это еще не зафиксировано, а это уже зафиксировано. Хочу показать вам вблизи еще раз, как я прохожу через узелки. Вот что у меня получилось. Одну часть я уже полностью прошила. Все кольца зафиксированы. Ничего теперь не вылазит. И сейчас точно таким же образом я сделаю вот эту часть. Тоже зафиксирую все, чтобы оно не двигалось. Я уже прошила обе детали, и мне осталось их соединить. Соединять их можно кольцами друг к другу. Можно использовать и вот этот вариант, соединяя дуги. Чтобы соединить две детали, мне кажется, здесь тоже можно придумать различные варианты. Можно просто их сшить вместе. Можно использовать для расшивки бисер, бусины. В общем, вариантов очень много. Я же в этот раз буду использовать соединительные кольца. Буду просто соединять кольца, которые находятся друг напротив друга, при помощи соединительных колец. Иду тогда к концам. Вот что у меня получилось. И я уже добавила замочек. У меня, к сожалению, замочек и удлинитель более
желтого цвета, чем вот эти колечки. Других пока нету. Ну, я закажу и потом их заменю. А сейчас вам просто на видео покажу, как я добавила их сюда. Вот, замочек я уже присоединила. Здесь у меня 2 соединительных колечка, и третье соединяет их, и на него уже надет замочек. Сейчас то же самое сделаю с этой стороны, чтобы показать вам. Итак, одно соединительное колечко вот сюда. Второе на другое кольцо. Теперь берем еще одно колечко. На него надеваем либо замочек, либо цепочку удлинитель. Проходим через 2 кольца, которые мы только что добавили. Вот таким образом. И закрываем колечко. Вот что должно получиться. Вот и все, браслет готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!